утро. Время 7:05. Среда, 14 мая. Такие дела. Что у нас на улице? Ночка сегодня, такая относительно, и не холодно, и не жарко было. Что-то тучи есть, да. И вроде даже и просветы есть. Но вроде дождик сегодня не обещают, так что хорошо. Можно даже сегодня солнечную панель поставлю на велик. Аккумулятор подзарядить. Да, капец тут комаров. А вон всю палатку облепили. Еще и муравьи ползают. Я не представляю, как ночевать в таких местах без палатки. Да уж. Да, сегодня ветер дует. Опять, снова. И опять оттуда, куда я сейчас поеду. Опять сегодня ветрище будет мешать ехать, значит. Да, вчера костерок так и не смог разгореться. Видимо, не судьба была развести. И уже и неохота было. Минут 40 потратил что-то. То горит, то не горит. И нафиг на газу, в общем, сделался. И сейчас также делаю все на газу. Сейчас тоже нет смысла разводить, только время потрачу. Вот сегодня у нас тушенка, семейный бюджет, да. В прошлый раз я ее открывал. Она типа как фрикадельки была. А тут написано кусковая. Вот и проверим. Тоже 70 рублей стоит. Мне кажется, такая же ерунда будет. Ветрозащита-то работает на этой газовой горелке. Да, без нее вода бы так быстро не закипала. Огонь бы туда-сюда. КПД огня бы в разные стороны. А тут все направлено наверх. На котелок сразу. Тушенку открыл. Точно такая же бурда, в общем. Повелся я на дешевые цены, на красивую банку. Фигня. Нормальная тушенка от 70 рублей стоит. Не от 70, а от 180, наверное, и выше. В среднем сейчас 200 рублей стоит. Чтобы реально там была хотя бы говядина. Не обязательно ждать до закипения. Кстати, в этой пластмассовой кружке вода очень хорошо держится долго. Я имею в виду тепло воды. В железной она бы намного раньше бы остывала. А это как термокружка получается. Пластик, он, видимо, сохраняет тепло. А в керамической, в железной, реально она остывает намного быстрее. В общем, все, кушаем, выдвигаемся. Ветер опять дует, опять в ту сторону, куда я сейчас поеду. Капец сегодня, опять драка с ветром будет. Хотя бы под солнышком, да, можно уже панель доставать. Я вставал с утра-то, минут 20 назад, еще тучи были кругом, а сейчас как все пораздувало, это очень хорошо. Если видно, какая-то сыпь или что появилось на руках, блин. Вроде не было такого ничего. И что за ерунда, интересно. Реакция организма на что-то. На правой пока ничего нету такого. Блин, волдыри такие маленькие. Надо загуглить, посмотреть, что это такое. Капец. Трогаешь, так ощутимо как это. Будто чувствительность кожи повышена. Да. Такого у меня еще ни разу не было.
Время 9:02. Выехали. Ну что, опять за час собрался где-то. Час туда-сюда. Ну, 2 часа, в общем, уходит времени собраться. Да, ветер опять дует. Вон, видно, куда я еду. Аббатская впереди. Километров 10 до него. Будем заезжать по-любому. Воды нет. Ну, почти нет. Может, литр остался. Так что надо будет заправиться. Ну все, повторение вчерашнего дня. Едем как в стену. О. Ну, хоть сегодня облачка и просветы. Вчера-то монотонная серость такая была. Что сегодня даже панельку, наверное, зарядим. Ай, панельку зарядим. Она заряжает, а не панельку. Панелька аккумулятор зарядит. Вот, правильно. Подобрать слов не может, ё-моё. Грамотей. Ну вот куда он дует. Ветру не прикажешь, куда хочешь, туда и дует. Какой? Чуть ли никакой. Так, вот и первая остановочка за 4 километра. Что, проехал? Ну, думаю, надо эту куртку, наверное, снимать. Да, надо это раздеваться, а то такая парусность из-за этой курточки. Да и жарко становится. Ух. Есть мусорка, это замечательно. Мусор выкинем задним. Вот я 4:08 проехал. А лесок-то вон до сих пор виднеется, где я ночевал. Или он... Да, нет, он дальше. Дорога-то направо уходит. Ну, тоже, в принципе, видно. Так можно научиться километражи определять по расстоянию. Ну, чисто визуально. У меня уже иногда так получалось. Вот вижу остановку. Ну, остановку я за 1,5-2 километра вижу. Ну и вот так смотрю на велокомпьютере, сколько километров. И раз на натуре так примерно плюс-минус и подъезжаю. Ну да, такая способность тоже нужна. Определять километры на глаз. Так, ну вот я вроде в Чермухе стою. Вроде бы не холодно, а вроде и непонятно. Вот какой паучок со мной ехал эти 4 километра. Да, смотрел на велике это. На асфальт уже лег. Спустился по своей паутине. Ну все, давай, иди. Иди сюда. Вот такой. Иди в траву. Бикулово. Аж 81 километр туда. Кстати, газпромовская заправка. Но если там есть этот магазин, то я заеду, посмотрим. Может, там будет то, что мне нужно. Да, это первая заправка, куда я пойду в магазин. До этого я в магазин еще тут не заходил. Ну, зашел в туалет, посмотрим, что тут за вода, если что, может набрать здесь прямо. Как-то непонятно. Техническое видно сразу. Да, здесь то, что я искал. Ну, кусачки для ногтей нету. Здесь вообще такого даже рядом. Ну, хоть это умылся. Руки с мылом помыл. А не только влажными все салфетками. Ну, пойдет, ладно. Аббатская уже он впереди. Сейчас в него заедем. Там какой мамонт здоровый и всякая информация про него. Видимо, здесь недалеко где-то мамонта откопали или водились тут они. О, какой слон волосатый.
Но у мамонтов реально бивни намного больше на вид-то были, чем у слонов. Ну, вот тут заезд на Аббатское. Можно, конечно, дальше было проехать, и там где-нибудь свернуть. Но мы здесь прямо по Аббатскому проедем, прокатимся. Храм Святых Апостолов, 2,8 километра. Краеведческий музей. Ну, может, даже и это увидим. В общем, Аббатское, привет. Кстати, это даже не город, а типа село считается, как... Ну, село городского типа, наверное. Вон, Аббат, пекарня, магазин, гостиница. Низко цен. Да нафиг ты нужен. Так, в крайних случаях можно туда заезжать. Ну это, пятерочка, монетка, магнит, что-нибудь такое нам подавай. Кирпичные дома. Вот это, наверное, еще Советского Союза построен. А это уже современный. Архитектура отличается. Тут у них поликлиника. Но ничего, такая большая. А я еще так мельком еду, смотрю колонку с водой, вдруг будет. Ну, чтобы не тратить эти 60 рублей на воду, можно и бесплатно набрать. Да, если что, я готов потратить. Ничего страшного, это не так много. О, Мичка. О, Магнит. Магнит Косметик. Вот, надо сюда заехать. Магнит Косметик, там по-любому эти кусачки будут. Может, так и нельзя оставлять велик, но на свой страх и риск оставим, быстренько сходим в магазин. Это называется Книпсер, маникюрной спилкой. В общем, то, что нужно. Нашли наконец-то. В общем, я зашел в Магнит, сразу же закупиться. Тут же рядом обжаренное в томатном соусе. Тут, мне кажется, питательные вещества от кильки и от полной тушенки. Я не думаю, что там большая прямо разница какая-то. Можно, блин, взять 4 банки кильки или 2 банки тушенки. Да, давай возьмем кильку, попробуем на кильке поехать, как будет. Ну и какую-нибудь, ну, разную всякую кильку возьмем. Короче, понабрал на 621 рубль. Ну, взял 2 кильки, говядину, энергетик, колбасу там. И что-то это, ну, это молока захотелось. Взял он булочек. Сейчас, в общем, на остановку заедем, ну, на трассу выкатим полностью и это, с молоком булочки эти поедим. Да, 621, плюс эти кусачки рублей 140. Вот сегодняшние траты. Хотя же вон этот автомат стоит с водой. В общем, сейчас из этого автомата и наберем воду. Там дешево, как бы вообще копейки стоит все. Там мужик набирал воду, да, в нем, в общем, осталось 15 рублей. И вот на 15 рублей, ну что, 3 литра набрал воды, да и хватит что. То есть это полная. И так что воду бесплатно получили, да. Спасибо ему, в общем. Кстати, тут еще и аптека есть. Клещи выдиралку хотел еще взять. Ну ладно, будет повод, если что, еще раз заехать куда-нибудь за ней. Кстати, вот в этом Магните Косметики, мне кажется, и клещевыдиралку можно было бы тоже взять. Ну все, выдвигаемся на трассу. Пить молоко и кушать булочки. Ну хотя вот, что, вон аптека. Давай заедем, узнаем. Раз на глаза попалось, так недолго зайти спросить. Этой аптеки нету, но у меня сразу там добрые такие женщины посоветовали сразу 5 способов чуть ли, как убирать клеща, если что. Но я, в принципе, эти все способы знаю, да. Но лучше все-таки приспособление это. Озон, зон, Амазон. Ага, вот этот храм.
Белокаменный. О, какая пушистая елка красивая. Ну все, мы тут что, свернули резко направо. Вот она и трасса. О, привет, привет. Она на цепи. Не дают ей побегать. В общем, все, на остановку. Кушать молоко с булочками. Это какое-то будто наводнение, что ли. Ну реально, вот туда явно была дорога. Ну да, реально, видимо, подтопило все дело. Какая-то река, наверное, из берегов вышла. А тут что, вон сколько воды. Хоть залазь купаться. Ну нет уж, вода холодная еще купаться. Да, тут по ходу дела вода поднялась, вышла из берегов. Вон какую дамбу сделали. Там дамба тоже. Вон эти пакеты белые. Ну, нынче зима-то малоснежная была, быстро все растаяло. Что может быть лучше? Когда ты едешь, когда ветер в тебя дует, едешь как в стену. И еще после этого вот на такую горочку подняться. На самой легкой звездочке. Ну, я сейчас прямо с удовольствием попью молоко с этими булочками. Да, там еще какая-то заправка. О, ну я заслужил. Вот здесь где-нибудь остановимся. Вон там пес бежит, что ли? Да, вот здесь нормально. Ветра уже намного меньше. Время без 5:12. А я, знаете, сколько проехал? Всего лишь 21 километр. С этим ветром лютым. Вот я вот так вот еду, и вот видно, что вот, ну, прямо сюда все дует. Ё-моё. Ладно, ветер фиг с ним. Не впервой. И помощнее ветра видели. А у нас тут полдник. Это обедом, конечно, не назвать. Вот слойка, булочка, еще булочка. Ну, похожие. И молоко. Ну, я сейчас думаю, просто все это съем. Я это заслужил. Там против ветра такого ехал. Еще и такая горочка потом. Вообще все, приятного аппетита. О, булочка уже побежала. Все, кушаем. Сейчас, в общем, почитал про эту штуку. Что тут вообще написано? Ну, тут написано, ни в коем случае нельзя это, ну, на кожу наносить. Это только для одежды. А я ж тогда приехал, и вот так вот, и руки, и все, и все. Так вот, у меня же потом и вот эти полезли прыщи какие-то. По ходу дела, да, из-за этой аэрозоли, что ли. Но я их как бы не чувствую. Но если прямо на них нажать, то чувствуется что-то такое. Такая типа увеличенная чувствительность, да. Ну ничего, надеюсь, пройдет, что. Я же вначале делаю, а потом читаю инструкцию, как и многие другие. Короче, на тело нельзя, оказывается, было, да. На лице, наверное, нету такого. Ну, вроде смотрел в зеркало, не было ничего. Ну, сегодня я на заправке там зато руки с мылом помыл, так это уже, может, и пройдет. Глядишь, через пару деньков-то. Наконец-то остановка. Этот ветер, он могуч. Он гоняет стаи тучами и не дает ехать. Конево прямо.
откуда дует ветер. Вот даже иногда, когда фура проезжает, то что ветер справа не особо-то и помогает. Если бы ветер слева дул и фура проезжала, тогда да, ветер фуру рубит. А тут не особо. И мы сейчас прямо на ветер. Кстати, на Конево тоже ничего, такая дорога идет. Одуванчики пошли. Красота. Желтое поле. Ну, бывали вообще поля прямо желтые-желтые, красиво. А тут так, с краю только. Абак. Это такой абачок. Такой же большой. Ой, вы только посмотрите, кто тут лежит. Что ж ты так попался-то? Сокол. Сокол вроде, да? Ну да. Царь неба. Пойдем дальше. Вот, летал, видимо, охотился где-то возле трассы. И попал под что-то. Ну, под фуру, наверное. А что еще-то? Вот, возможно, даже тут его гнездо где-нибудь было. Так вот судьба птички решилась вот на этом месте. Впереди Крутинка и Тюкалинск 131. Ну, к Тюкалинску, наверное, завтра подъедем. К этой бы Крутинке до сегодня бы подъехать неплохо было бы. О, а у нас тут это... Че, Омская область? Добро пожаловать. Ага, Тюменская область. Че, можно это, фоточку, наверное, сделать? Это у нас... Что, первая была Тюменская область. Это Омская область. Вторая по счету. Ух, жарко стало ногам. Надо снимать кроссовки, одевать тапки. То реально упреешься. Ну вот на 378 километре. Сейчас это все будем делать. А вот и первый светофор в Омской области. Ну, тут надо нажать на кнопочку, чтобы получить результат. И что можно сказать, и первая остановка в Омске. Зимина. Вот что, пора отдохнуть. 20-очку где-то еще проехали. Я одел тапочки, а кроссовки вот так у меня висят здесь. Ну, чтобы это высыхали. Как-никак жарко, они все равно влагу набирают от ноги, что пускай сохнут. Ладно, у нас тут Зимина, и, в общем, пора отдохнуть. Время 2 часа, почти 40 проехал. Я обычно 2 часам, ну, полтинник даю уже, ну, 40-50. Ну, сегодня я проехал почти 40 за то, что я рано выехал. Сегодня тяжко, вообще прямо тяжко идет с этим ветром. Телефон достал посмотреть, ну, есть ли связь, связи не было. И время посмотрел, на час вперед ушло уже, все. Омская область, значит, плюс 1 час. То есть время не 2:26, а 3:26 уже. Ну да, сейчас будет все прибавлять и прибавлять. Какая красота! Желтое поле, березки. Гуляй поле! Какое название мне нравится. Гуляй поле. Ох, там веселая деревуха, значит. А там ветер гуляет. Сегодня ветер хорошо гуляет.
Ну, а поле так поле. Можно и погулять. Там березки стоят. В топе, наверное. Ну да, кстати, это много топий пошло уже. Пейзаж меняется. Здесь вместо отбойника канаты стальные. Интересное решение. Тут-то отбойник. Да, может так. Поробно что-то поставили. Но по сути канаты тоже должны выдерживать, если машина об них ударится. Но хотя по отбойнику она скользит. А здесь да не получится. Она просто воткнется, скорее всего. Сейчас такой момент произошел. Вот так вот еду, как обычно. И эта фура сзади едет, пикает. Я думаю, что пикает? Ну ладно, я резко вот сюда раз. А фура, она нормально проехала. Ну, вот метра полтора от меня, объехала хорошо. А за ней прямо иномарка такая белая едет. И вот по эту белую полосу, как раз где я еду. Можно сказать, фура-то меня просто предупредила, то, что сзади едет. Он, видимо, едет на иномарке, за фурой ничего не видит, меня не видит. То есть фурист красавчик. Ну, просто предупредил, типа, уйди с дороги, сзади едет какой-то непонятный тип. Вот он реально, ну, задеть бы не задел, ну, не знаю, ну, очень рядом белой полосой проехал. Такие есть адекватные люди и наоборот. А я уж думал ремонт. Ну, видать, там болот много, раз такая есть возможность образования тумана. Вот они, болота пошли. И редкое затишье, когда машин нету. А уже сзади едут. Ширяево с остановочками. Ну, в общем, это пора обедать. Хотя время уже 5 часов доходит, 42 минуты 5-го. Ну, я точно там это молоко поел с булочками. Как бы есть только вот сейчас захотелось. Так что поедим. Остановка — это хорошо. А тоже реально давно не было остановок. Такие остановки. Так, куда бы стать? На солнце или в тенек? Но зато там ветра не будет такого. А, сюда давай, в тенек. Как бы если ветра нету, то нормалек пойдет. Ничего себе, такие остановочки неплохие. Туалетами. Ну все, у нас поздний обед. У нас тут все по классике. Взял такую колбасу. Ну тоже папа может. Ну прикольно, вкусная колбаса. И не такая дорогая. Колбаса, гречка, калач надо доедать. Лучок. И на десерт апельсинка. Ну все, кушаем. Вот мне интересно, сколько я проехал. Я как бы когда еду, я километраж обычно не включаю. Потому что интересно потом переключить и посмотреть, сколько ты за раз проехал. Да. Я еще не смотрел. Я что-то последний раз смотрел. Сколько же было? 40 что ли было? Уже 63. 63, ну в принципе неплохо пойдет. Ну, соточка сегодня навряд ли будет. Что уже, солнце скоро сядет, через часа 3-4. Счастливого пути желают. Это хорошо.
появилась. Если на велике не слышно, а машины, когда на нее наезжают, слышно. Так. Красота. Просторы такие. Под вечер даже кажется, и ветер немного стих. Или я уже просто привык к нему. Не, ведь кажется, чутка стих. Неожиданно сосны пошли. О, вперемешку с этими, с березами. О, неожиданно. А то все березы да березы. А тут на тебе сосны. А чё, он какой лесок перспективный. Ну, мало еще времени. Так да, я бы сюда заехал по-любому ночевать. Пора и передохнуть. Ну что, сейчас где-то минут, наверное, 45, может даже 50 ехал без остановки. Ну что, посмотрим сколько. 78. А было что-то... Сколько там было, я уж и забыл. 63 или 64. Ну, в общем, вот так вот интересно, да. Едешь, а потом раз, посмотрел сколько. Ну что, 20-очка осталась, можно сказать, до нормы. Ладно, передохнем, да дальше погнали. А здесь уже смешанный лес пошел. Ну реально. Несколько километров еду. О, приветствуют. Сосны, березы, тополя какие-то. Смотрел Powerbank. Солнечная панелька полностью его зарядила. Просто супер. Интересно, когда она его зарядила. Потому что я, может, час назад смотрел, последнее деление заряжалось. А уже сейчас глянул, все зарядилось. А так, да, замечательное место. Дорожка есть. Хоть туда заезжай и палатку ставь. Ну не, все покрутим, что. Можно. Яман. Что-то уж больно табличка далеко от самой реки-то. Яман. О, цивилизация пошла, вон, заправки всякие. А, так мы к деревухе подъехали какой-то. Ну чё, где ты, Яман? Покажись. Я уж думал, тебя вообще нет. Нет, есть что-то. Он какой. Яман. О, впереди табличка. Сейчас и посмотрим, что это за деревуха слева. Это предсказуемо. Так и называется Яман. Кафе, отель, баня, душ. Да, честно, я бы в душ, конечно, сходил бы. Что же, 8-й день сегодня пути. Но, как бы это, не принципиально. Я и влажными салфетками нормально моюсь. Как бы вполне хватает. Не вонять, вот. Если быть более точно. О, остановочка. Посидеть, не посидеть. Давай посидим. Пару минуток можно. Ну, по большей части не посидеть, а это походить туда-сюда. Размяться. Так вот. Сейчас сколько проехали? 82,77. И вновь желают счастливого пути. Просто ничего нету. Просто счастливого пути и все. Забавно, хорошо. Спасибо. Парковка, накачка колес, стирка, душ, магазин, закусочная, Wi-Fi и кровать. И все в одном месте. Почти все то же самое, что и у меня.
Только у меня все с собой. Остановился вот на таком месте. Проехал 90. Ну, время уже 7:07. Солнце скоро сядет. Да я вот думаю, может в этот лесок уже заныривать. Хорош на сегодня. Сейчас надо сходить там разведку. Ну, с трассы-то я ехал, вроде ничего. Лесок был. Вот только здесь кусты просто в начале. Сейчас схожу туда, погляжу, что там. И вот просто там вон какие вышки сотовой связи. Может тут хороший интернет. Хоть посмотреть, что в мире происходит. А то я еду вторую неделю, даже новости не читал. Что там вообще происходит? Место неплохое. Сходил, посмотрел. Там прямо даже какая-то полянка есть. В общем, сюда приземляемся. Все спахано, все подготовлено, даже уже может и посеяно. И, кстати, такая прямо тропинка. Я посмотрел по следам, тут давно-давно кто-то ездил. Ну, видимо, когда все пахали и наездили эту тропинку. Вот здесь как. Где-нибудь тут и найдем местечко. Да, еще бы найти, конечно, поваленное дерево. Было бы вообще шикарно. Ну все, сейчас тут осмотрюсь. Что, куда, кого, может туда дальше пройду. А может прямо здесь где-нибудь. В общем, видно будет. Такое местечко нашел. Тачок. Туда сходил, там много поваленных деревьев. Ну, там такие березы большие, они прямо видно, что недавно попадали. В общем, опасно там вставать. Да и далеко идти, там по этой пашне надо было туда заходить. В общем, вот тут недалеко от трассы, буквально вот закуток. И вот сюда. Здесь где-нибудь палатку поставить можно. В общем, хорошее место. Ну да, посидеть нигде нельзя будет. Да и ладно, что. Ну, я думаю, костерок можно будет все равно разжечь. Сейчас на корточках возле костерка посидеть. Ну все, располагаемся. Вот это все летает комары. Комаров тут очень много. Так что сейчас их будем разгонять костром. А вот и клещ. Хоть я опрыскивал, но он все равно какой-то это неактивный, что-то ходит туда-сюда, бродит он. Не знаю, что делать ему. Видимо, чувствует, что что-то не то. Тогда вроде больше и нету. Но он какой-то прямо это интересного цвета. Другой. Как наши уральские. Реально комары просто лютые тут. А, вон еще один клещ. Тоже просто сидит. Видимо, как-то действует на них, то что они неактивные становятся. Вот. Просто оп, сюда. Ну да, вот он какой-то. Не алё, не то, не все. В общем, да, надо просматриваться. Но я при этом как бы далеко туда ходил, сюда ходил. Где-то я их подцепил, только интересно. Ну, где-то здесь, видимо. Вот такой закат. Прекрасный закат. И туманчик. Но это не туманчик, это вон я костерок разжигаю. От костра такой вот дымок идет. Ну что, береза, все равно она немного еще сыроватая. Но тем не менее разгорается, это хорошо. Я думаю, сегодня спокойно разожгу. И будем чай пить. Да.
Что-то вот как поел, что я, сколько? Ну я поздно же по завтрак, ой, пообедал. Так что-то даже до сих пор есть неохота. Охота попить чай с пряниками. На, пряники да есть, там их немного осталось. Да, это все. Ну, может, я кильку съем ну, уже совсем вечером, когда солнце сядет. Такой закат, солнце вот-вот сядет, там буквально считанные минуты остались. И да, на поле такой туман, типа сразу же. Ну, пускай думают, что это туман, да. Ничего такого в этом нет. Ну все, дрова разгораются, надо покрупнее дрова положить уже. Ну, в общем, такой денек получился. Сегодня сильный ветер был. Ветер задолбал, дул, как порой вообще как в стену ехал. Если еще встречка едет, ну это капец вообще. Километров до 10 скорость падала. Ну ничего, что я 90 километров сделал. Считаю, неплохо, пойдет. Нормально, ну все, солнце село. Кстати, думаю, это хорошо, хоть этих комаров меньше стало. А то реально пришел вот прямо куча комаров. Так, ну что, все, наверное, на этом. Пора закругляться. Мне тут надо за костром следить, раздувать его, подкладывать побольше дровишки, чтобы горели хорошо. В общем, на этом все. Завтра увидимся. Будет новый день, новая серия и продолжение пути. Да, все, пока.